Сменит ли Лукашенко Сергеенко? Для рассмотрения этого тезиса примем три исходные позиции. Во-первых, наличие у Лукашенко животного страха в отношении того, чтобы никто в его окружении не мог обрести связями и контактами, а значит стать слишком влиятельной фигурой, которая может составить ему угрозу. Во-вторых, постоянные негласные попытки Кремля найти преемника Лукашенко, которого Москва могла бы контролировать и которым могла бы управлять. К этим двум исходным добавляется и третье. Запад постоянно задает вопрос, кто в окружении Лукашенко может пойти на переговоры в целях устранения диктатора и нормализации внутриполитической ситуации. Почему такой фигурой может стать Игорь Сергеенко? Глава администрации диктатора Игорь Сергеенко – генерал КГБ, бывший первый заместитель председателя этой в прошлом советской спецслужбы. Не случайно мы говорим «советской», потому что в то время, при всем нашем критичном отношении к ней, отбор в КГБ проводился достаточно тщательно, и интеллект играл не последнюю роль. Мы все знаем, кто является главной фигурой в Кремле, и то, что Владимир Путин поступил на службу в ведомство с названием КГБ СССР. Сергеенко в ходе своей карьеры уже в независимой Беларуси с 2005 по 2010 год возглавлял управление КГБ по Гродненской области, в тот период, когда проходила антипольская кампания, связанная с ликвидацией Союза поляков, массовым преследованием польских активистов. И это является плюсом в глазах России. В бытность же первым заместителем председателя КГБ Беларуси с 2013 по 2019 год Сергеенко уже поддерживал развитие диалога Беларуси и ЕС и США. Не раз оказывал прямую помощь в то время заместителю министра иностранных дел Беларуси Елене Купчиной в том, чтобы сглаживать и даже отменять некоторые решения нижестоящих руководителей КГБ, которые могли бы подорвать намечавшуюся нормализацию отношений между официальным Минском, Брюсселем и Вашингтоном. В МИДовских кругах он характеризовался как представитель либерального крыла КГБ Беларуси. Бывший сотрудник КГБ Сергеенко, а как мы знаем, бывших не бывает, слывет в своих кругах грамотным и имеющим аналитические способности руководителем. Такая фигура по духу куда ближе Путину и его спецслужбам, нежели неадекватный колхозный диктатор. Сергеенко до сих пор пользуется высоким авторитетом среди сотрудников КГБ Беларуси, в отличие от нынешнего руководителя КГБ Ивана Тертеля, получившего в народе кличку Фантомас. В системе государственного управления Беларуси глава администрации является неформальным номером 2. К нему ездят премьеры, с ним прежде всего согласовывают ключевые решения. Именно глава администрации беседует первично с кандидатом на должность премьер-министра и информирует его об отставке. Большинство докладных, которые пишет премьер-министр диктатору, проходят через сито администрации, которая в большинстве случаев высказывает свою позицию на предложение правительства и очень часто не соглашается с предложениями Совмина. Именно глава администрации отвечает за кадровую политику в стране. Так что мы теперь понимаем, кто в сегодняшней системе власти Игорь Сергеенко. Давайте обратим внимание на общественное позиционирование себя самим Сергеенко. У нас с вами нет сомнений о роли Качановой, его предшественницы в должности руководителя администрации, а ныне руководителя так называемого Совета Республики, в том, что она причастна к массовым репрессиям в Беларуси, фальсификациям и пропаганде. Сергеенко старается держаться подальше, скорее в тени. Он для белорусского общества не такая известная и антагонистическая фигура. Перед Москвой же он выглядит скорее приемлемой фигурой для замены Лукашенко. Его биография, влияние на систему власти, отсутствие ярко выраженной токсичности перед Западом – аргументы, согласитесь, в его пользу. Мне, как послу, также приходилось общаться с первым заместителем председателя КГБ Сергеенко и при его поддержке снимать острые вопросы, созданные по линии комитета в тех странах, где я в тот момент работал. Интересно также отметить, что как глава администрации он интересовался белорусской культурой, а также Национальным театром имени Янки Купалы. Он не белорусист, но точно не белорусофоб. Лукашенко не может допустить какой-либо фигуры, которая будет рассматриваться как альтернатива ему внутри системы и номенклатуры.
Давайте вспомним канун выборов 2020 года. Лукашенко убрал с политической арены кандидатуру, вокруг которой могли сплотиться чиновники, которую бы одобрила Москва, Сергея Румаса, тогдашнего премьер-министра. Такая же судьба уготована и нынешнему главе администрации, или нет? Посмотрим. Главное, диктатор отдает себе отчет, что даже вокруг него монолитной системы не существует. Внутри усиливается подковерная борьба, проходят встречи группками высокопоставленных чиновников. И тема одна – когда же он уйдет? И сейчас в его окружении есть те, кто просто ждет момента, а может быть те, кто этот момент приближает. Например, после совещания диктатора с послами летом этого года большинство из них сказали в кулуарах – это агония. Агония сумасшедшего. Кстати, это еще один номенклатурный пласт, который очень быстро поменяет флаги. То, что в госаппарате у Лукашенко нет поддержки, подтверждается его активными поездками по областям, где он выглядит скорее как умоляющий перед чиновниками на коленях: «Не предавайте меня». Но как только появится фигура, которую поддержит Россия и хотя бы часть силового блока, номенклатура отвернется от него в тот же момент. Вы помните те слова под Новый год? «Я устал, я ухожу». Попробуем перефразировать эту классическую фразу. «Мы от тебя устали, уходи». Так думает 97% чиновников. Возьмет ли власть в свои руки Игорь Сергеенко? Поддержит ли его Москва? Это плохой для нас сценарий, и поэтому главное, чтобы наша позиция не менялась. Добиваться новых, свободных, демократических выборов.